Всем привет! Сегодня закончились ваши нелюбимые расклады на самопознание и самореализацию, и начинаем любименький, да? Какой мужчина ворвется в твою жизнь? Посмотрим на 4 картах, и давайте начнем наш расклад. Итак, первый вариант. Король жезлов, 9 жезлов, 6 мечей и туз кубков. Смотри. Первая карта — это каким будет его характер, да, основные качества. Вторая карта — что может помешать вашей встрече. Третья карта — какое влияние он окажет на твою жизнь и где произойдет ваша встреча. Это будет 4-я карта. И смотри, по королю жезлов понятно, да, в твою жизнь ворвется король огня. То есть это мужчина будет сильным, уверенным, целеустремленным. Король жезлов — это такой человек, который вот знает, чего хочет, да, и идет к своим целям вот с огненной энергией. Его характер — это, знаешь, вот сочетание лидерства и смелости. Он не боится брать там на себя ответственность, да, принимать решения. Такой мужчина, он всегда в центре внимания. Он обладает харизмой, страстью вот к жизни. Он не будет сидеть на месте, потому что его природа, она жаждет активности, да, движения вперед. Ты сразу почувствуешь его уверенность. Знаешь, он будет из тех, кто вот способен поддерживать, вдохновлять, мотивировать. В отношениях он будет вот надежным партнером, который умеет защищать, да, который умеет заботиться. Но при этом он не из тех, кто вот навязывает свои правила. Он ценит свободу, он ценит независимость, вот как свою, да, так и твою. Этот мужчина, он точно знает, чего хочет от жизни и не боится вот действовать ради этого. Он увлеченный, страстный, всегда готов вот к новым, как говорится, приключениям. Ну а помешать вашей встрече может 9 жезлов, да? Она вот показывает, что и ты, и он, вы можете вот быть эмоционально закрыты из-за прошлых опытов. Оба вы пережили трудности, оба пережили вот разочарование в отношениях. И теперь держите свое сердце вот под охраной. И ты, и он, вы слишком сейчас осторожны и насторожены. И это мешает открытости, да, готовности вот довериться новым отношениям. Этот мужчина, он сильно защищен сейчас эмоционально. У него вот старые раны, да, которые еще не до конца зажили. Он очень сильно насторожен. И тебе будет трудно вот сразу увидеть его настоящие эмоции. Он привык вот быть начеку, да, возможно, из-за каких-то там неудачных предыдущих отношений. И его недоверие, и его желание защитить себя, они станут препятствием к быстрому сближению. Также и ты чувствуешь страх снова обжечься, да? Из-за этого вот ты слишком осторожна сейчас. Не даешь вот себе шанса, чтобы пойти навстречу новым чувствам. И вот эта осторожность и осторожность с его стороны, они создают барьер, который будет мешать вашей встрече. Какое влияние он окажет на твою жизнь? Ну смотри, этот мужчина, он принесет перемены и переход вот к чему-то новому, да, лучшему в твоей жизни. 6 мечей — это про движение вперед, да, уход от прошлого, поиск вот новой гармонии. Он может стать для тебя тем, кто поможет вот оставить за спиной старые раны, старые там переживания, страхи и так далее. И его влияние будет вот заключаться в том, что ты вот с ним почувствуешь, как будто твоя жизнь начинает вот как цветок распускается же, понимаешь? То есть двигаться в новое, да, там в спокойное русло.
Этот мужчина, он поможет тебе переосмыслить свое прошлое и научит, как сказать, отпускать все то, что вот мешает тебе двигаться вперед. И вместе с ним ты почувствуешь, что ты можешь избавиться там от старых ограничений, да, и, соответственно, отправиться в новое путешествие по жизни. Он принесет в твою жизнь ощущение перехода на новый уровень, где вот больше нет места там для боли, для разочарований. То есть с ним начнется новая, более гармоничная глава твоей жизни. А где встреча произойдет по тузу кубков? Ну смотри, это карта новых чувств, да, любви, там, искренних эмоций. Это говорит о том, что вы встретитесь в очень эмоциональном, да, в значимом моменте в твоей жизни. Это будет связано с каким-то таким событием, где ты будешь чувствовать сильный прилив эмоций. Это может быть как радостное событие, да, так и момент, когда ты решишь, что вот что-то важное для себя решишь. То есть туз кубков, он говорит, что вот ваша встреча, она может произойти в окружении, где царит атмосфера любви, да, и доброжелательности. То есть это, знаешь, вот если точечно, это может быть семейное торжество, праздник с друзьями, или даже вот такая ситуация, где ты открыта для новых чувств и знакомств. Это может быть вот также место, где люди делятся своими эмоциями и переживаниями, где вот легко почувствовать связь с другими людьми. И этот момент, он может быть совершенно неожиданным. Но когда он произойдет, ты сразу поймешь, что это не просто там случайное знакомство. Это будет момент зарождения новых чувств, которые, конечно же, перевернут твою жизнь. Вот такой был расклад по первому варианту. Обязательно подпишись на канал и обязательно оставь комментарий. Ну а мы продолжаем и переходим ко второму варианту. Девятка пентаклей, восьмерка кубков, тройка кубков и четверка мечей. Ну смотри, каким будет его характер, да, и основные качества по девятке пентаклей. Ну, знаешь, этот мужчина, он будет человеком, который добился всего сам. Девятка пентаклей, она вот показывает, что он уверенный в себе, да, независимый. Он уже построил свою жизнь так, как ему хочется. Он умеет управлять своим временем, своими ресурсами. Он ценит комфорт и изысканность. Он вот из тех, кто предпочитает стабильность и роскошь. И этот мужчина, он не будет бояться там работать, да, чтобы вот достичь цели. И в жизни он уже обрел финансовую и эмоциональную стабильность. У него утонченный вкус. Он привык к тому, чтобы вот наслаждаться плодами своего труда. Но, знаешь, важно отметить, что его независимость, она может означать, что он не привык делиться своей жизнью с кем-то другим, потому что он привык сам себе быть опорой, понимаешь? И этот человек, который уважает свободу, уважает личные границы, он не будет торопить события и даст тебе вот пространство, которое необходимо для твоего роста. Он не будет тем, вот, кто внес порядок в свою жизнь, да, и ищет партнершу, которая может разделить с ним это чувство гармонии успеха. Нет. Этот мужчина точно знает, чего хочет, и хаоса не потерпит. Что может помешать вашей встрече? Ну, восьмерка кубков, она говорит о том, что вот препятствием для вашей встречи может стать эмоциональный багаж или вот потребность в уходе от старого. Этот мужчина, знаешь, вот, скорее всего, покидает что-то важное в своей жизни. То есть это прежние отношения, да, или важный этап в его жизни, от которого он уходит. Он сейчас на стадии поиска себя, когда ему нужно вот оставить позади старое, да, и двигаться к чему-то новому. Его прошлое, ну или чувство, да, что он еще не завершил вот этот определенный этап в своей жизни, это станет барьером для вашей встречи.
Он может быть вот в процессе поиска себя, да, или поиска вот чего-то более значимого, и это затруднит ваше сближение. Его путь, он сейчас, знаешь, вот сосредоточен на переменах и поиске чего-то нового. И если он еще не завершил вот это движение, то его сердце, оно не готово к новым отношениям. Также это, кстати, может говорить о том, что ты сама еще не готова полностью оставить что-то позади. Ваши эмоциональные привязанности и нерешенные внутренние вопросы, они вот могут стать теми вот самыми препятствиями, которые помешают вам встретиться. Понимаешь? На что я намекаю, или ты, или он в отношениях. В данную секунду я имею в виду. Какое влияние он окажет на твою жизнь, если вы встретитесь? Ну смотри, его влияние на твою жизнь, оно будет очень позитивным и радостным. Потому что все-таки это тройка кубков, а это у нас карта веселья, да, дружбы, праздников, поддержки и так далее и тому подобное. Этот мужчина, он принесет в твою жизнь легкость и радость. Он покажет тебе, вот как можно наслаждаться моментами, да, быть в окружении близких людей. Вы даже, скорее всего, познакомитесь через общих друзей, и ваши отношения будут развиваться на основе крепкой дружбы, понимаешь? Он поможет тебе расслабиться, он поможет тебе наслаждаться жизнью. И вместе вы сможете пережить много светлых и радостных моментов. Этот мужчина, он, знаешь, он ценит простоту и гармонию в отношениях. И с ним ты почувствуешь, что вот можешь быть самой собой. Он умеет создавать вокруг себя атмосферу легкости, радости. И вот это влияние на тебя, оно будет заметным вот с первых дней вашего общения. Его приход в твою жизнь, он принесет много смеха, удовольствия, ощущения, вот что жизнь — это праздник, который нужно разделить с теми, кто тебе дорог. С ним ты научишься ценить простые радости и, соответственно, моменты счастья. Ну а где встреча произойдет? Ну смотри, ваша встреча, она может произойти в очень спокойной и уединенной обстановке. Потому что это все-таки четверка мечей, она указывает на то, что это будет такое место, где ты будешь находиться в состоянии отдыха, да, или восстановления. Это может быть такое место, где ты найдешь вот время для себя, возможно, там после какого-то напряженного периода. Это может быть отпуск, какой-то там оздоровительный ретрит, например, да, место, вот где люди собираются для восстановления сил и, соответственно, внутреннего спокойствия. И этот мужчина, он появится в твоей жизни, когда ты будешь восстанавливать свои силы. Возможно, после какого-то стресса, да, или переутомления. То есть ты будешь в это время на отдыхе. Ты вот не ожидаешь, что встреча произойдет в таком месте, да, там в тихом мирном уголке, где вот ты будешь просто наслаждаться временем наедине с собой. Но это так и будет, понимаешь? Вот такой был расклад по второму варианту. Обязательно подпишись на канал и обязательно оставь комментарий. Ну а мы переходим к третьему варианту. Так, тройка пентаклей. Отшельник. Двойка мечей. И король кубков. Ну смотри, каким будет его характер, да? Но этот мужчина по тройке пентаклей, он будет целеустремленным, да, трудолюбивым человеком, который стремится к развитию и успеху. И карта говорит о том, что он очень ответственный, очень практичный, он там не боится работы, любит вот ставить перед собой новые задачи. Это человек, который всегда работает над собой, и его стремление вот к росту отражается не только в карьере, да, но и в личных отношениях. То есть он из тех, кто вот верит в совместные усилия и понимает, что вот для построения крепких отношений нужно трудиться вместе. Вместе строить этот домик, да, под названием отношения. Этот мужчина, он, знаешь, он командный игрок, который вот
ценит сотрудничество, да, готов поддерживать свою девушку там во всех начинаниях. То есть он из тех, кто будет вот всегда стараться улучшить свою жизнь, жизнь своей семьи. В отношениях он будет искать стабильности, надежности. Его можно будет, на него вот всегда можно будет рассчитывать, да, как на равноправного партнера. И еще тройка Пентаклей, она говорит о том, что этот мужчина может быть каким-то хорошим профессионалом, да, ну, мастером в своем деле. Он гордится своими достижениями, он стремится к тому, чтобы стать еще лучше. Это человек, который вот видит свою жизнь как проект, да, над которым вот нужно работать, да, и вот он принесет вот эту, я бы сказал, философию, да, и в ваши тоже отношения. Что помешает вашей встрече? Отшельник. Препятствием для вашей встречи станет его склонность к изоляции, да, к самоанализу. Этот мужчина, он может быть очень погружен в себя в данный момент. Он проходит такой период вот поиска себя, да, внутреннего роста, и ему нужно время, чтобы вот разобраться там в своих мыслях, в своих чувствах. Его закрытость и вот это желание побыть наедине, они станут преградой для вашего сближения. Этот человек, он сильно сосредоточен вот сейчас на личных поисках и не готов к отношениям в данный момент. Он ищет ответы на важные вопросы в своей жизни и может предпочитать одиночество, вот, чтобы понять, куда ему двигаться дальше. И это, конечно же, задержит вашу встречу, потому что он будет погружен вот в собственные размышления, да, и не будет активно искать какие-то новые отношения. Но твоя собственная потребность в уединении и вот этом внутреннем росте также станут препятствием для вашей встречи. Оба вы находитесь на таком этапе, когда нужно разобраться в себе, прежде чем вот впустить кого-то в свою жизнь. Вы два сапога пара, то есть вы оба сейчас в отшельнике, и это мешает вашей встрече. Если вы встретитесь, то какое влияние он окажет на твою жизнь? Ну, по двойке мечей сильное влияние окажет вот в плане принятия важных решений. Потому что двойка мечей — это карта внутренней борьбы, да, дилеммы. Его приход в твою жизнь, он заставит тебя смотреть правде в глаза и решать вот те вопросы, которые ты откладывала на потом. С этим вот мужчиной ты поймешь, что больше нельзя избегать решений, да, или там прятаться от правды. Его влияние, оно будет заключаться в том, что он поможет тебе увидеть свои слабые стороны и, соответственно, поможет увидеть нерешенные вопросы, вот, с которыми ты не хочешь сталкиваться. И этот мужчина, он покажет тебе, что иногда нужно действовать решительно, да, смотреть на ситуацию трезво, не убегать от ответственности. Он тебя этому научит. Но при этом он не будет давить на тебя, потому что двойка мечей, она говорит, что он может стать вот тем, кто поможет тебе вот спокойно, осознанно взвешивать свои решения. И это будет такой человек, который вот будет рядом, когда тебе нужно, да? Когда тебе нужно будет там еще, например, определиться с чем-то, он будет рядом. И он вот полностью окажет тебе поддержку в этом процессе принятия, да, важных решений, где встреча произойдет. Ну смотри, по королю кубков это произойдет в эмоциональной и глубокой вот обстановке, где царят чувства, искренность, да? Потому что король кубков, он говорит о том, что вы встретитесь в таком месте, где вот люди открыто выражают свои эмоции. Это может быть какое-то мероприятие, связанное с искусством, да, например, там, кино или там любым творчеством, что вот вызывает у людей сильные переживания. Там, что это может быть? Выставка, концерт, культурное событие, ну вот где люди собираются, чтобы насладиться, да, чем-то красивым, чем-то эмоциональным.
И также это может быть место, где вот люди делятся своими переживаниями, да, или работают с внутренними какими-то вопросами. Возможно, это будет такая встреча, где вот обсуждаются эмоции, чувства, место, где вот нужно проявлять свою вот чуткость и заботу. Ну, в любом случае, ваша вот встреча произойдет там, где вот эмоциональный фон, он будет очень насыщенным. И где вы вот оба сможете сразу почувствовать вот эту глубокую связь между вами. Понимаешь? Обязательно подписывайся на канал, обязательно оставь комментарий к этому видео, потому что благодаря только вашим комментариям я продолжаю снимать. И переходи на Бусти, чтобы, как говорится, отблагодарить деда, зайти в проживание, зайди в проживание. Что тебе стоит, как говорится, дом простроить? Разреши себе проживать арканы, прорабатывать страхи, прорабатывать затыки и прочее, и прочее, и прочее. И обязательно заходи в эзотерическую библиотеку. И помни, что дед всегда рядом.